У меня только для одного места. М2. Вроде М2. Хард можно для хлама всякого, да. Но игры только на SSD. Привет, привет. Четыре студии. Четыре уникальных игры. Скоро на Xbox. Это презентация Майкрософта сегодняшняя. О, флаг ЛГБТ. Как же без него? Только сейчас. Сейчас начинается. А прямой разговор с разработчиками. 24. Пока ничего не пропустил. Obsidian Entertainment представляет. Deadfire. А, они сделали Pillars of Eternity, окей. Ох, контент дикого. Добро пожаловать, Obsidian Entertainment. Мы очень горды с вами поделиться информацией по нашей новой RPG Avowed. Avowed — это adventure в новом мире. Где вы должны будете остановить чуму. В Obsidian мы любим создавать новые миры. С большим количеством возможностей. И Avowed из этого не отличается. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. Игра очень красочная, очень глубокая, и в ней дофига секретов, из которых многие связаны с вами. Тут уже говорят про геймплей. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Я не совсем поддерживаю рекламу. Я могу тебе просто добавить как стримера, и все. Они создали разнообразный геймплей, который позволяет переключаться между стилями геймплея на ходу. Можно комбинировать разные оружия, атаки и способности. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Как-то выглядит все странно. Ну, типа, мы сами выбираем, когда использовать каждый вид боевки. Не, это Avowed, это Avowed. Можно использовать способности по параличу. Да, кстати, похоже. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. В игре разные типы врагов, некоторые из них медики, некоторые танки, некоторые просто дэмэдж-дилеры. И нужно будет страту под каждого выбирать. И приоритизировать, против кого что использовать. Тут уже говорят про стиль оружия. Мне пока не нравится, как выглядит, если честно. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Ну, типа, у игроков будет свой выбор, как это проходить, куда идти и прочее. Сейчас нам показывают опциональный квест.
As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Проходя по этому квесту, мы сами выбираем, можем, короче, найти ответ и выбрать, кто виновен за убийство этих солдатов. То есть мы идем, говорим с персонажами, и у них берем информацию, типа, инвестигируем, не знаю, блин, как это правильно сказать, я не помню. Берем информацию и потом выбираем, кто из них преступник. Правильный выбор — это не совсем правильный выбор. Они хотят, чтобы мы выбирали в серой стороне и сами понимали, что для нас правильно. Они будут использовать эмоции, использовать разные истории, чтобы нас мотивировать сделать выбор, который нам кажется более правильным для нас самих. That's be like. That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. Короче, в конце квеста мы можем выбрать отпустить его, обвинить его или пойти нахуй. Ну, что-то наподобие этого. Ну, типичные три выбора, короче, в жизни. Хорошо, как тебе удобнее. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Когда мы вернемся обратно в этот городок, либо селение, мы увидим, как мы повлияли и как наш выбор повлиял на это селение через какое-то время. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. Так, что касается дизайна, они считают, что Avowed должен быть богатым, красочным и ебанутым. The living lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes. From luxuriant... Живые земли заполнены очень-очень разнообразной фауной и разными биомами, которые отличаются как и внешне, так и в дизайнерском плане. Shadowscarp. Мне, если честно, больше напоминает Dragon Age. Очень сильно похоже по боевке, по всему на Dragon Age. А мы надеемся, вам понравилась эта презентация Avowed. У нас очень многое впереди, мы очень многое хотим вам рассказать, но это пойдет потом. Ну, блин, любопытно, но пока что в графическом плане, да, в дизайнерском... Я даже не знаю, сложно сказать. Поживем, увидим, как говорится. Ну, идея любопытная. Это, по сути, Dragon Age от первого лица. Так, выйдет осенью в 2024. Релиз. Короче, 2024. Ну, мне кажется, просто они еще не довели все до максималки. То есть там видно, что игра, она еще не доделана. А Ninja Theory представляет. У них офис называется «Домик ниндзя». Привет, я Дом Мэтьюс, я главный в Ninja Theory. Я хочу вам показать Senua Saga Hellblade 2. Представляю вам незабываемое приключение в мир Senua.
narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Типа игра будет короче, но при этом она будет более масштабна в плане нарратива. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their Седа возвращается с новым квестом. Она хочет остановить викингов в своем марше против своего народа. Она больше не боится своих видений и голосов в голове. Встречает новых людей на своем пути. С разными перспективами, которые ее пошлют нахуй. А которые не пошлют. Точнее, и которые не пошлют. Мне первая часть не понравилась, потому... Ну, типа... Первая часть интересная, но, бля, она такая нудная. Лучшая озвучка, которую я слышал. Спасибо. And which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Короче, это Игра престолов на минималке с викингами. Вы будете создавать себе новых врагов и новых друзей. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't. Senua — кельтский воин, который психопатка. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of. А чтобы привести в реальность ее мир и психическое здоровье, мы говорили с доктором, я не запомнил его имя, правда. Ну, Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments. Согласен. Seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Ну, типа, говорят, что опять будет по-другому битвы, и враги будут создавать новые челленджи для нее. Сага, мы все привели на новый уровень. А больше людей, больше... больше качества, мокап съемок. Кто пират? One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested. Будем надеяться. Он говорит, что вторая часть будет намного отличаться от первой части. Они хотели в этих боях показать и какую-то нарративную историю. Типа, чтобы мы не просто бились, да, но при этом познавали историю по-новому и открывали для себя что новое в этом мире. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. What? Это, по сути, сценаристка? Да. И она говорит, что актриса мокапа знает персонажа лучше, чем она. Это как вообще понять? Как, блять, актер может знать персонажа лучше, чем сценарист, который пишет этот персонаж? What the fuck? Они ехали в Ирландию и снимали эти пейзажи, и потом использовали их, по сути, при помощи фотограмметрии в игре. Они очень близки в плане пейзажей и называется, ну, короче, локаций к Ирландии настоящей. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that ландшафт, да, in your head.
in this game, through a special audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is specialized around you, and it's a very beautiful experience. Сейчас говорят, что они использовали технологии, которые сейчас доступны при помощи 3D-звука и прочего, чтобы создать новые погружения при помощи сараунда. Но там нужны хорошие наушники, там нужен Dolby Surround. Ну, блин, не знаю, не каждый может себе это позволить. И вот именно звук создает большую часть погружения и атмосферы самой игры. В первой части это чувствовалось, но, блин, реально, чтобы это все прочувствовать и прожить, там реально нужны хорошие наушники. На Xbox с этим проблем не будет, потому что там есть Dolby Surround встроенный, а вот на ПК тебе нужно его покупать отдельно. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Короче, они собрали СМРщиков, они собрали певуней при помощи горла и разных типа оркестров, чтобы создать музыку, которая будет играть на атмосфере. See where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's Это, кстати, актриса, которая делала мокап и дала свой голос ей. Не, ну графика в первой части была нормальной, и во второй части она будет хорошей. Но прикол в том, что сама Senua, она воспринимает мир как звук, а не как... Я не помню, либо она слепая, либо еще что-то, но она именно звуками руководствуется. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Они говорят, что они очень-очень много стараний, очень много надежды и любви использовали при создании этой игры и прочее. Как белуга. Так, 21 мая выйдет игра. Ну, кстати, с одной стороны, прикольно, что Xbox и Microsoft позволяют им делать свои презентации, но с другой стороны, типа, мы ничего такого особенного и не узнаем из этих презентаций. Мы и так, по сути, это... Ну, кроме Avowed, там, ладно, там хотя бы геймплей какой-то был. What the fuck? Unknown user request. Вот. А что касается Hellblade, мы ничего нового не узнали, по сути. О, Square Enix, найс. Круто. А Square Enix представляет. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Короче, это продюсеры из Square Enix. Community Sneak Peek and Visions of Mana. Они нам расскажут про игру Visions of Mana. Installment in the mainline Mana titles in over 15 years. Я даже, наверное, это озвучивать не буду. Это какая-то игра, точнее, серия, которая существует уже 15 лет, с 1991 года. Она разрабатывалась с названием Мана. Я без понятия, что это. Я первый раз об этом слышу. А, типа это все игры, которые входят в эту сагу? Ни про одну не слышал, вот серьезно. Ну это какой-то тип... Что-то наподобие аниме будет, скорее всего. А, вот, да. Гачи-платформер. Ну, хотя не платформер, ладно. Ну да. Зельда для бедных. Гача. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。Hello,
I am Koichi Shi from Gretz. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Мне нравится, как они говорят players. Они говорят, типа, не как игроки Xbox, да, а как те, кто молится Xbox. Типа, pray — это молиться. Или молитва. О, боже мой. デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。 Я думаю, мир уже вырос из подобного. Это что за покемоны, блядь? モンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を Они, кстати, похожи. Они слезали многие дизайны как раз покемонов. Вот сзади, по сути, это Пикачу. Только голова от Пикачу. И все. Типа, блин, по идее, на них могут подать в суд. Потому что реально очень много дизайнов, они похожи на покемонов. 新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクGenshin ターになる Be くらい Like. 可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト Не знаю, что за アル игра. ビスの子供といった Зачем мне 具 нос, 体的なイメ сука, ージ чешется? が浮かんできて、 Ужас. それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。 Ну да, похоже на Зельду. Да они, по сути, все очень сильно похожи друг на друга. 足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去 Друг на друга по такой логике. Не, ну тут очень похожи, камон. Дизайны очень похожи на этих, на покемонов. Ну, не прям копирка, но прям очень похоже. 過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう今作ではインター Блин, мне интересно, а там реально ходят с такими прическами? Или они специально просто выбрали такого человека, или сделали ему такую прическу, чтобы... Ну, я не знаю. Чтобы кавайнее смотрелось это все. Потому что прическа в стиле горшочек, я думал, это уже все, это пережиток прошлого. Не, ну музыка прикольная. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、 Но они как будто они как будто скопированы просто. Я не знаю, у меня такое чувство, что я это все видел уже 100 раз, вот серьезно. Тот же персонаж, он не выглядит вообще никак оригинально, я не знаю. Боевка тоже вообще не оригинальная. オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。 Странно. Не знаю, это один из самых странных анонсов, которые я видел в своей жизни.
Так, кто следующий? Оксид. Без понятия, кто это, кстати. Не знаю, что это студия. Оксид представляет. Или Оксайд. Опять какая-то херня будет анимешная. Привет, добро пожаловать в Оксид Games. Президент, кстати. Они создают стратегические игры. Стратегии. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay. Я думаю, даже здесь нет смысла переводить, да, тут по картинке все понятно. Кстати, тут будет битва с людьми по всему миру. То есть это что-то наподобие онлайн-игры. У них больше 100 музыкальных инструментов, на которые они записывали саундтреки для игры. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. Это Дэн. Они начали в его... как это называется там? В подвале, во. Они начинали у него в подвале. Интересно. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. Самая престижная нация на планете. От кого-то я уже такое слышал. We also wanted to explore more and different Накончали в подвале. and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. Это альтернативная Земля, которая создается при... как это называется? Короче, нейросеть создает мир и делает его живым на постоянке. Да, процедурная генерация. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader Да не обязательно, кстати. do they want to pursue great works of arts and culture, military might, scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Короче, в этой игре не обязательно иметь самую пиздатую армию. Тут можно и строить всякие пирамиды или прочие прикольные места, и этим вы сможете выиграть всю игру. То есть вы можете приоритизировать то, что вы делаете, по вашему желанию. Тут не обязательно идти по сценарию, который создал для вас разработчик. И у вас будет шанс все равно выиграть и быть самой крутой нацией на свете. Так это прикол в том, что тут нету победы по одной из линий.
То есть ты можешь приоритизировать даже несколько линий, не обязательно только одну. Типа там ты видел, там игра разделяется на культуру, религию, армию, экономику и прочее. То есть ты можешь выбрать несколько этих структур, которые ты хочешь развивать. Религия, экономика. To predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. Говорят, что в других играх есть время ожидания, когда ты ожидаешь свой ход, но в этой игре этого нету, поэтому ты можешь сидеть в игре спокойно и делать то, что захочешь. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play, and even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Я не совсем понял. Типа тут говорят про лидеров, которые создаются по течению истории. И говорят, типа, что мы надеемся, что типа, мы уверены, что игроки найдут своих лидеров, за которых они захотят поиграть. А это как вообще понять? То есть не ты лидер, ты за них можно играть? Как это работает вообще? It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based Типа они ввели животных, которые агрессивны, то есть которые не травоядные. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. Типа животные могут нападать на поселение и прочее. Я тоже смотрю, потому что, блин, они сказали про самую крутую нацию в мире. Типа ты будешь, как это говорится, блять, как они сказали там, главной нацией, не главной, самый, блять, как, короче, как он говорил, то же самое, да. Не, ну реально похоже на это. Это странно. Опять, кстати, осень 2024. Нет, не престижный, в этом-то и прикол, что не престижный. Там не престижное было. Типа самое важное или что-то наподобие важной. Так, осталась еще одна. А вот и Индиана Джонс. А Machine Games представляет. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. Привет из Machine Games. Мы очень рады поделиться с вами работой над Индиана Джонс. Уже долго Индиана Джонс — это один из самых главных проектов в приключенческом жанре. В этой игре ты и есть Индиана Джонс. И мы надеемся, что вы сможете достичь его уровня, его легаси, наследия. Он хотел всегда сделать игру про Индиану Джонса. У него была всегда идея про историю, про период его жизни и про то, какое место у него будет в этой истории. Я же блин захотел. Почему? И я смог это воплотить в жизни при помощи друзей из Machine Games. Я пришел к ним, я сказал, это Индиана Джонс. О, да, давай сделаем. Он так сказал.
Они нам помогали прям очень-очень хорошо. Я всегда был фанатом этого дела. И я очень рад показать, на что способна наша команда и что они сделали. Это просто очень плохо все выглядит. Позвольте мне показать, что вы не видите, доктор Джонс. Я игрался с вами, доктор Джонс. Возможно, вы должны были построить себе жизнь, которая имеет смысл. А не жизнь, которая закончится смертью и забытая... Сейчас. И быть забытым в пустынях Африки. Кстати, он очень сильно похож на Форда, прям офигеть. Я удивлен, что он позволил использовать свой образ. Ну, это круто, кстати. Это история. Очень много возможностей интерпретировать прошлое. Сотни лет человеческой истории просто погребено. И ожидает, чтобы его нашли. Ты не можешь убежать от своих проблем, Ини. А, смотри на меня. Молотком, блядь, хорош. О, крик Вильгельма. А всю историю человечество создавало многие точки душевной опоры. И все они похожи на круг. Ну, что-то подобие этого, я не слышал точно, что он сказал под конец. На Райана Гослинга. Я уже встречал этих парней. Поверьте мне. Это не прогулка в парке. Ты просто давай за мной. А как ты думаешь, что я не смогу за тобой пойти? Ну, блин, выглядит круто. Осуждаю, кстати, Спайк. О, нет. Что-то там было про падших ангелов, защитник чего-то там и великий круг. Ты хоть понимаешь, насколько это, блядь, ваза старая, ублюдок? Индиана Джонс очень иконическая личность для таких многих людей. Многие из разработчиков просто жили и росли с его историями. У нее походу стояк на Индиану Джонсу. Она говорит, насколько он крутой. Я даже не буду. Осуждаю. Не, ну зачем? Ну реально зачем? Типа они хотели создать очень личную историю и экспириенс, где мы почувствуем, что все, что мы делаем в игре, это наш личный выбор, наши личные действия. Что мы прочувствовали все это на себе. Они выбрали первую часть, точнее, вид от первого лица как раз для того, чтобы мы почувствовали его опыт на себе, но они не хотели лишать нас
Ага, вот он находится между этими двумя фильмами. И они все-таки добавили сцену с третьим лицом, чтобы мы видели его иконическую позу, что мы наслаждались его телом. Я же говорю, у него стояк на него. Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. Короче, в какой-то момент кто-то украл какой-то неважный артефакт, и это пробудило интерес у Индианы, чтобы узнать, почему они это сделали, потому что сам артефакт не представлял никакой ценности. И из этого он начал свой поход с Ватикана. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Короче, тут говорят, что из-за того, что Индиана такой умный, несмышленый, они сделали очень много головоломок, где он может показать эти качества. И типа головоломки возможно проходить несколькими путями. Есть иммерсивность, где можно проходить через врагов несколькими путями. Проходя при помощи созданных путей, либо используя лассо, ну, либо уже боем. Не, ну реально круто выглядит, камон. Так, мы будем у пирамид, в Египтах, в Гималаях и в каких-то там руинах. Второй раз, кстати, говорят Rich Vibrant Worlds в этой презентации. Для музыки не используя оркестр. Прям круто. Короче, они нашли композитора, который смог поймать вайб Джона Уильямса, который записал музыку для Индиана Джонса, для фильмов. И они сделали очень похожую музыку на фильмы. Да, будут, я пройду игру. Они так записывали мокапы. Будут два персонажа. Это девушка и Инди. Это репортер, который занимается расследованиями. Ага. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Да не. Оу. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin. Главный злодей любит играть на психике людей. Он любит использовать их минусы, их слабости, чтобы манипулировать ими. И они очень много работы провели как раз над самим злодеем. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. Они объединили стелс, геймплей, рукопашный бой и стрельбу. И они очень сильно старались создать именно баланс между тем, когда ты просто ходишь по миру, и между геймплеем. Потому что реально во многих играх подобного жанра очень сложно добиться именно этого баланса, когда тебе не надоедает ни одна часть геймплея. Лассо можно использовать как способ подниматься куда-то,
Можно использовать, чтобы заставлять врагов идти в другую сторону, отвлекать их, либо для боя. И, возможно, вы сами найдете еще какой-нибудь способ использовать лассо. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Многие пазлы будут необязательны. Для багов. Скорее всего, да, для спидранеров скорее. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Типа они очень рады, что смогли добавить в игру иммерсивность. Не иммерсивность, блин. Сейчас. Когда ты... взаимодействие с объектами. То есть у них очень многие объекты имеют взаимодействие. И большинство из них скрывают секреты, которые ты можешь открыть. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us. Но игра еще не вышла, она будет дорабатываться. Тут видно по графике, что это еще не релизный билд. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Так, окей, релиз позже в этом году. И они очень рады, что смогли работать над этой игрой, потому что в сердце этой игры находится именно приключения Индиана Джонса, и они надеются, что все захотят принять участие в нем. Не, игра выглядит круто, музыка, все это на уровне. Я надеюсь, что они еще... О, геймпасс. Я надеюсь, они немножко подкрутят графончик, и я надеюсь, что у меня на компе она пойдет. А я надеюсь, что DLSS будет, потому что если не будет DLSS, я херею. Ну, из всей презентации в основном только именно Индиана Джонс мне показался интересным. Остальное, ну, Avowed может быть, но... Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy. Потому что мне нравится Индиана Джонс. Ну, как говорится, каждому свое. Я никогда не имел ничего против Индианы. Мне пару фильмов с ним прям нравится. Последний фильм не смотрел, кстати, хочу посмотреть его. С хрустальным черепом ужасный фильм. Ужасный. Да, это, кстати, JRPG. Нет, хотя нет, это не JRPG, он сказал Action RPG. И, кстати, по идее, все эти игры будут в геймпассе. То есть я смогу в них поиграть бесплатно. Я, кстати, смотрел разбор киносцен с физиком, и там была сцена с холодильником из Индианы. Да, я помню. Типа говорят, что такое возможно. Или невозможно. Я уже не помню. Но да, я тоже видел. Про это рассказывали. Next up on Twitch Bethesda.